Сотни нелегальных свалок вокруг Байкала. Токсины, канализация из морга. Это вообще, это какой-то кошмар. Это кто разрешил эту свалку? Все это результат мусорной реформы, которая провалилась по всей стране. То, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс. Министр, который пытался навести порядок, сэкономил бюджет в десятки миллионов, получил уголовное дело и отправлен в отставку. Я до сих пор не понял, зачем. Кто-то, видимо, слишком разозлился. Местных жителей, которые борются за природу, власти не хотят слышать. Обращались мы уже по всей инстанции. Отговорка одна: денег нет. Это расследование о том, как очень нужная реформа превратилась в катастрофу и как система давит тех, кто пытается ее изменить. Мы сегодня экотеррористы, экоэкстремисты. Спасибо тем, кто не забыл подписаться. Поддержать выпуск новых видео можно, став спонсором на YouTube. Поприветствуем первого из них. Спасибо, Максим Крангаус. Бурятия. Здесь все стекается в Байкал. И чистые ручьи, и грязные потоки со свалок. Нелегальных в 2023-м тут насчитали почти 900, второе место в стране. Власти отчитываются о сотнях ликвидированных свалок в год, но новых столько же. Чтобы разобраться, почему система буксует, мы приехали в поселок Баргузин. Тут временно размещаются отходы со всех ближайших районов. Вы местный житель, да? Мы сейчас приехали писать про вашу свалку, мы журналисты. Со всей долины, со всей с Байнгола, отовсюду сюда, к тигорькам мусора. Вот. Это что такое? Как это мы должны тут грязью зарастать, да? А там очищать? Тоже непонятно. То вы знаете же, да, что у вас вот мусорный полигон рядом? Ну. Нету никакого опасения? Все нормально у нас. Сейчас вот, правда, трава в озере зацвела. Каково с ней жить? Бардак, вонь. Естественно, это некрасиво все. У нас одна большая свалка, да? Районный центр. Хотелось бы, чтобы все было, конечно, красиво. Конечно, плохо. Почему плохо? Потому что спускаются медведи на это все, на этот весь запах. Хозяева! А же люди жалуются куда-то. Да, толку-то жаловаться мне как. Толк, конечно, жалуются. Думаете, нет, не будет толку? Нет. Толку не должно быть. Спасибо. Ну вот мы находимся на 9-м километре. Это одна из дорог, которая раньше вела кабель к кранам, где наши машины, лесовозы разгружали лес. Там столовая была, пожарная часть была большая. Юрий, житель Усть-Баргузина, борется за экологию Байкала и считает, что свалки в районе растут, потому что альтернативы им нет. Раньше у берега озера была большая свалка, ее убрали, но вскоре появились новые. Людям некуда было возить мусор. Экоальянс не брал вот именно вот такой вот мусор. Видите, тут строительный мусор, запчасти, колеса. Как бы свалку закрыли, да, народ сюда повезли. Ну, сейчас бы как бы вопрос уже вроде бы решили, что Экоальянс будет забирать весь мусор. Но мусор забирают они раз в неделю. Экоальянс – это единственный оператор, занимающийся мусором в регионе. Раньше уборка мусора входила в платежку за ЖКХ. Вывозили все – от пластикового пакета до старой чугунной ванны. Ответственность была на управляющих компаниях. Системы не было, свалки множились. Чтобы решить проблему, в 2014 году приняли закон, который гласил, что готовится мусорная реформа. Цель – отходы не хоронить, а сортировать, перерабатывать и использовать повторно. Уже тогда многие эксперты предвидели проблемы. Нарушает многие и антимонопольный закон и так далее. И самое интересное, что вот во время отбора регионального оператора придут неизвестно кто. Критерии отбора до того узкие. Главное, что он пообещает, что в течение 3 лет он вложит деньги в создание мусороперерабатывающего завода, мусоросжигающего в течение 3 лет. Через 3 года он скажет: извините, не получилось. Поэтому обещать это не значит, что жениться. К 2019 году, когда реформа стартовала, оказалось, что федеральные власти только обозначили цели и рамки. Все остальное сами как-нибудь. Регионы должны были самостоятельно придумать схемы, построить инфраструктуру, посчитать тарифы и назначить оператора.
В итоге цены выросли, качество упало. В многих регионах не хватает даже контейнеров, не говоря уже о переработке. Больше нигде мусор по мешкам не собирают. Да и в Бурятии к такому способу пришли не от большой радости. Именно к сбору и вывозу вроде как вопросов в последние годы немного. Было. Пока рекоператор не решил, что по-старому собирать больше нельзя. Нужно, как по всей стране, переходить на контейнеры. Кто должен это делать? Это должны делать люди? Мусор, который разлетается, который... переполненные баки стоят, люди куда выкидывают? Они рядом выкидывают. Нам предлагали, говорит, копайте ямы, закапывайте около домов. Но это же тоже не выход из положения. И те мешки, которые вот сейчас вот стоят около наших домов, это все разводим мышей, крыс. Кошки радуются. Не радуются только граждане. По плану к 2024 году в стране должны были сортировать 60% отходов, а перерабатывать 36%. Замглавы Министерства природных ресурсов Буцаев в мае этого года заявил о 100% выполнении всех целей реформы. Смотрим на цифры с сайта министерства. Сортировка 53%, действительно близко к плану. Переработка 8,2% при плане 36%. Полный провал. Только треть регионов справилась с сортировкой. С переработкой не справился никто. Лучший результат у Москвы – 35% из требуемых 36%. Каждый 10-й регион вовсе не сортирует и не перерабатывает отходы. А что вокруг Байкала? В Иркутской области на обработку в 2024 году отправилось лишь 3 с небольшим процента отходов, а на утилизацию чуть больше 1,5%. В Бурятии – 0 по обоим направлениям. Тарифы меж тем исправно растут, независимо от результатов. То, что несколько лет назад было заявлено, практически провалено, ни одной из целей не достигнуто. Для большинства населения это свелось к тому, что просто повысился тариф за вывоз отходов. Но нельзя заставлять платить человека, потому что норматив и тариф высок. Любовь Аликина живет в Иркутске и уже больше 10 лет борется за природу Байкала. Мы встречались с ней раньше. Смотрите видео «Распродажа Байкала» на нашем канале. Но извините, принимая форму оплаты с квадратного метра, человека заставляют платить за дачу, за дом по наследству, который в деревне получил, за гараж, за квартиру, за офис. Вот я 5 пока посчитала. Но человек находится в одном месте. На каком основании дали зарабатывать рекоператору вот такую огромную многоходовую схему? Мусорная реформа касается только твердых бытовых отходов. Все остальное – проблемы управляющих компаний. Рекоператоры не трогают строительный мусор, сельхозотходы, опасные, санитарные и жидкие отходы. Сейчас мы находимся на нашем знаменитом месте, так называемая свалка Соловей. Тут у нас можно принимать грязевые ванны. Вот это место, где сливаются именно машины с жидкими бытовыми отходами. Вот видно следы, что вот машины подходили, сливались. Сегодня уже непосредственно, потому что даже ничего не высохло. Здесь сливаются отходы со всего поселка Баргузин, с ближайших поселков. Что нас беспокоит, это то, что сюда сливаются воды с больницы. За этим лесом находится озеро, которое непосредственно связано с рекой Баргузин. Река Баргузин впадает в Байкал. Так что вся вот эта грязь, волей-неволей, не 1 десяток лет, которая сюда сливается, через грунтовую воду все равно попадает в Байкал. В таких стоках бактерии, вирусы, патогены, остатки лекарств, антибиотиков и гормонов. Это не просто грязь. Это риск вспышек инфекций, мутаций бактерий, разрушения экосистем. И все это стекает в Байкал, отравляя питьевую воду и уничтожая экосреду, аналогов которой нет в мире. А там мы дальше видим жизнедеятельность всего поселка. Тут в основном коробки. Это говорит только о том, что Экоальянс свою работу не выполняет вообще. А если бы у нас был пункт приема того же картона, насколько бы наша свалка бы уменьшилась. Но у нас все возится вот сюда, и с каждым годом она просто становится все выше и выше и выше. Вон мы видим, сторож вышел. А вообще сколько машин приезжает? Много? Ну, больше газики приезжают, а так обычные машины, ну, сельские, которые не сильно много, так 5-6 в день. То есть все наполняет свалку в основном не местные все-таки?
Ну да. Свалка Соловей находится на возвышенности, где при дождях, значит, при осадках вот это все, что разлагается, все стекает в реку Баргузин и по долине стекает к нам в озеро Байкал. Это безграмотность государства. Государство. Эта государственная программа должна была четко определить вторичный мусор, значит, из него извлекать вторичное сырье, значит, и его перерабатывать. А у нас полиэтилена-то море, у нас целлофана-то вообще его немерено. Почему нельзя? Потому что сейчас только человек зашевелится, его начнут со всех сторон давить. Налоговая, проверки, Росприродоохрана, все начнут человека давить. Деньги тратят на то, чтобы с одного места мусор в другое перевезти, там бросить. Я не сомневаюсь, завтра, значит, с Гусейноозерска его еще куда-то повезут. Опять деньги будут тратить. Борис, житель Усть-Баргузина и сотрудник лесоохраны, вспоминает ликвидацию местной свалки. В регионе с начала мусорной реформы не появилось ни одного центра переработки отходов, и власти пошли по простому пути. Перенесли свалку подальше от Байкала. Ликвидацией руководил свеженазначенный глава Минприроды Бурятии Сергей Матвеев. Родился он в Улан-Удэ, получил IT-образование, перед назначением министром занимался проектами цифровизации в экологии, был экспертом Минприроды. Он продвигал контроль расходов через цифровые решения, и ему удалось выявить серьезные нарушения при ликвидации свалки. Мы применили способы, чтобы объем этого мусора, веса машин контролировался, чтобы нельзя было приписать, что вывезли одну машину, а написали 10. Мы же не проверим, мы же там на всем пути не станем рядом. Поэтому использовали технические средства, весы, ГЛОНАСС, интеграцию всевозможных IT-решений, чтобы контролировать, что именно такой объем, именно оттуда вывозится именно на полигон. И оказалось, что денег, которые мы в проектом предусмотрено, их слишком много там, я бы сказал, нарисовали. Да? Я видел эти акты, в которых написано 40 миллионов, видел экспертизы, в которых написано, что фактически работ выполнено на 13. Пишет нам, что он столько-то рейсов сделал. И смотрим ГЛОНАСС, а там рейсов гораздо меньше. Я видел эти проекты, в которых в одном кубометре 1,2 тонны, а по факту в одном кубометре 0,53 тонны. Зная это, скорее всего, в сговоре с рядом покровителей, этот коммерсант зашел на контракт с большой скидкой. Я знаю, что при конкурсе человек, у которого нет ни техники, ни людей, ни опыта, ни машин, никаких ресурсов, с каким-то чудом стал победителем. То есть он фактически вообще не должен был допущен к контракту. Прокуратура не оценила инициативность министра. Его обвинили в превышении полномочий по 2 эпизодам. За то, что он заказал экспертизу без конкурса, и за увеличение стоимости аванса подрядчику без должных оснований. Ущерб оценили в 80 миллионов рублей. Но есть нюанс. Благодаря его действиям удалось сэкономить 170 миллионов. Но вместо благодарности – условный срок и отставка. И система вернулась к прежним порядкам. Вы там были на свалке? Да, были. Красиво там? Очень. Мы раньше ходили туда в Нестеруху, пешком там дорога была. Вы сейчас туда пройдите, это ужас, это ужас. Это вообще, это какой-то кошмар. Это кто разрешил эту свалку? Нас у Ира Ёлшина, они сбились с этой свалкой. Никаких нету. Прикиньте, это с Крумкана. Все деревни собрать и сюда на свалку привезти, это все вывалить. Сколько уже скота там отравилось, и никакого этого нету. Это что, это ужас? Надежде, как и многим жителям Баргузина, не нравится соседство со свалкой. Официально это объект для временного размещения отходов. На практике мусор лежит под открытым небом без навесов и защиты. Каждый порыв ветра разносит его по округе. Весь лес буквально забит целлофаном. Это то, что ветер может унести со свалки. Все это выносится. И если свалки это не будет, то не будет всего и этого. Но только когда вопрос решится со всем этим, неизвестно. Обращались мы уже по всей инстанции. Отговорка одна: денег нет. Хотите, мы давайте ее закроем, сливать не будем, больницу закроем, то закроем, другое закроем. Но вопрос, по-моему, ставить надо не так, что закроем, а надо ставить вопрос о том, что надо строить.
Надо строить очистные сооружения. Не только одни очистные сооружения в поселке Баргузин, но и в Усть-Баргузине. И в Максимихе очистные сооружения, которые стоят, они тоже, хоть они и новые, но они в ужасном состоянии. Если запретить, значит запрещать надо полностью. Значит, надо все магазины закрыть. Хотя люди деньги платят, а отдача от Экоальянса ноль. Мы сами вот видели сейчас на свалке, там все завалено. И с магазинов коробки, и с частного сектора. Там и ботва, там и трава, и все остальное. Инфраструктуры для обращения с отходами в Бурятии, как и в многих регионах, недостает катастрофически. Сортировка и переработка просто отсутствуют. Полигонов для захоронения не хватает. В 2024 году удалось захоронить только четверть произведенного мусора. Остальное, видимо, оседает в объектах временного размещения типа Баргузинского. Из временных они превращаются в постоянные, отравляя местную природу. Впрочем, у баргузинцев хватает и других забот. Вот мы видим сзади меня за спиной дом. В прошлом году он еще был целый, в нем жили люди. Как только выехал человек последний с этого дома, его просто-напросто распилили на дрова. Местные жители. А распилили они по одной простой причине. Потому что у нас запрет стоит на заготовку дров. Вот этих всех дома вокруг стоящие. И ждет такая же участь. Местная администрация на это вообще никак не обращает. Видели в Шанхае там какой стоит? Вот мы там живем, в таких домах мы живем. Ну, а вот это можно? Это что? Вот это вот все. Это же тоже уже свалка. Все поразобрано, все перепилено, все поспилили, блин. Вот я живу, мой дом, вот этот, вот квартира моя. Вот я квартиру купила вот здесь. Угу. Кстати, материнский капитал весь ушел. Угу. Больше нету ничего. Пойдемте, я покажу вам. Пойдемте. Как у нас там все. Скоро крыша упадет прямо на нас. Вот этот дом построен в 82-й год. Угу. Ровесник вот, что родилась. Что с ними происходит? Почему они так развалились-то? Потому что никто никогда капитальный ремонт не делал. А деньги с нас дерут. Я же за ЖКХ выплачиваю. Еще осталось немножко. Я сама в таком доме живу. Потому что нам обещают. Каждый год. Дома уже разваливаются. Или Курмканский район сравнить, или наш район сравнить. Это тут все равно точно война прошла, как на Украине. И никому дела нету. Никто ни за что не отвечает. Сначала, когда мы пошли просить, там мусор что-то вывезти, они сказали, нам в администрации, поселковой администрации сказали, ваши дома списаны, они нигде на учете не стоят, сами все делайте. Мы мало-мало стали все сами делать. Потом, когда нам предъявили вот этот капитальный ремонт, мы сказали, так вы нам капитальный ремонт, они нам сказали, что капитальный ремонт вам только будут в 2035 году. Ой, 42 году. Это до 42 года-то. Я сразу сказала, я там скоро буду в Багульнике отдыхать. Они говорят, где? Я говорю, ну, где там отдыхает? Но, а свалку-то точно говорите про свалку, там что творится. Свалка что, ведут со всего района? Да, даже с Курмкана. Да. Такая наука экологии нам, видимо, не известна в Баргузине. Там поджигают, когда дым-то ветер вместе тащит. Мы там дышать совсем нечем. Я согласна даже вот этот мусор разделять его, да, не кидать как попало. Положить отдельно пластик, отдельно стекло. Конечно. И, пожалуйста, чтобы все было как положено. Здесь в чем заключается Экоальянс? Только в вывозе мусора или еще и в утилизации? Они должны вообще, по идее, утилизировать его так-то. Они же за это деньги берут. Чем у вас вообще занимается ваша администрация? Ничем. Ничем. Мусорная реформа во многих регионах свелась к росту тарифов без улучшения качества услуг. Но президент уже поставил новую планку. Сортировать должны 100% отходов, четверть на вторсырье. Захоранивать не больше половины от сегодняшнего объема. И все это к 2030 году. Поверить в такое сложно. Например, в Бурятии должны к этому времени заработать 19 центров сортировки, 14 вторичной переработки. При том, что с начала мусорной реформы не появилось ни одного такого объекта. Сократить захоронение – самая трудная задача.
В России уже сегодня сортируется половина отходов, почти 10% идет на переработку. Но на полигонах оказывается 85% всего мусора. Разгадка простая. После сортировки и попыток утилизации большая часть отходов признается непригодной к повторному использованию и все равно едет на свалку. Чтобы захоранивали меньше мусора, одних сортировок и утилизации мало. Нужна система, где участвуют все. Производители создают товары, рассчитанные на переработку. Потребители получают стимулы сортировать мусор вместо того, чтобы все валить в одну кучу. Пока власти думают только про отходы, а не про то, откуда они берутся и во что превратятся, реформа продолжит топтаться на месте. В Бурятии хаос. Вот Сергей Матвеев, который попытался всего лишь за год убрать баргузинскую свалку, а за это получил уголовное наказание. За что? Они его приглашали для чего? Человек, который устроил электронные видеонаблюдения, подсчет машин, и не дал, сэкономил бюджетных денег 170 миллионов, а его прокуроры, мало того, что первое решение суда первой инстанции было условно, ему дали сроки, и деньги, которые с него там миллионы требовали штрафа, отменил. А прокуроры недовольны остались и пошли в апелляцию. И сказали, нет, реально посадить надо и деньги с него взять. Я до сих пор не понял, зачем, кто-то, видимо, слишком разозлился. И почти все свидетели, то, что они им показания, видимо, попросили дать одни показания, в суде они дают практически иные показания. И сразу картинка меняется. То есть я вообще считаю липовое какое-то дело, заказное, абсолютно неадекватная, и прокуратура поддерживает вместо того, чтобы интересы государства защищать, почему-то мошенника защищает. Молодого парня, прекрасного специалиста, они превратили в изгоя. Вот то же самое, что происходит с нами, с общественниками. Мы сегодня экотеррористы, экоэкстремисты, которые не даем покоя, постоянно делаем обращения, постоянно заставляем их ходить в суды, а нам пишут отписки. Сегодня кто во власти? Вот во власти кто? Покажите. Сегодня люди, те, которые пришли получать заработную плату от власти, и все, они лоббируют свои интересы, они будут работать. Вот эта вот партия, которая называется «Единая Россия», я так вам скажу, я ни одного патриота в ней не вижу, в этой партии. Потому что это люди пришли или украсть, или просто просидеть, получать деньги. У нас на сегодняшний день глава администрации с «Единой России», там, глава района «Единая Россия», везде «Единая Россия». И вот вам результат нашей жизни от «Единой России». Это не просто, сразу брать и все перерабатывать. Это же надо наладить связи. Оборудование нужно для того, чтобы это все паковать. Где-то площадки нужно собирать, сортировать надо. Это не просто. Но если будет государственная программа, как у китайцев. У меня вот дочка сейчас в Москве, она завтра приедет сюда. А тут с каждым годом хуже и хуже и хуже. Что она сюда поедет? Она не поедет сюда. Она поэтому уехала, она мне прямо сказала, а я что здесь буду в Бурятии делать? Нам стыдно перед детьми, что вроде как бы страна такая, что у нас что творится здесь. И перед теми родителями, которые нас вырастили. Мусорная реформа провалилась. Каждый карьер, каждый близлежащий лесок используется для того, чтобы вывести туда мусор. Мусор производит человек. И в первую очередь я хочу обратиться к человеку. Ну неужели тебе комфортно жить в мусоре? Ну неужели вы, люди, не можете использовать те или иные способы утилизации ваших отходов? Несмотря на эту мусорную реформу, пока человек сам не перевернет эту ситуацию, у нас так и будет. У нас будет коллапс с мусором. В Байкал в воде уже микропластик. Животные с кольцами, вон утки по Ангаре плавают, а у них то перья, то шеи, то, извините, крылья, то в пластике, то в мешке, то в каком-то кольце. Вот это что, люди, вам не стыдно? Ведь только от нас с вами, от людей, будет зависеть, какой будет закон и как он будет работать. И не дать таким дельцам, как рекоператорам, при рыночных отношениях быть монополистом на наших регионах. Царь-батюшка далеко в Москве, а мы с вами здесь. И у нас, извините, есть свой царь-батюшка, которому на поклон ходить не надо, которого надо заставить работать. Кобзева, Цыденова, Осипова. Потому что у нас
повышенная с вами ответственность. Мы живем на Байкальской природной территории. С вас, извините, какую-то сумму сдирают, в том числе из населения. Ну тогда и требуйте с рекоператора, чтобы было чисто. Мусорная реформа должна быть народом взята под контроль. Своими силами мы можем решить. И свой мусор, пожалуйста, утилизируйте сами. По фракциям. А государству нужно заставить, чтобы те, кто готовы работать и перерабатывать мусор и превращать его во вторичное изделие, ну, дать зеленый свет не рекоператору, а именно тем, кто будет перерабатывать этот мусор. Ну, вот такая вот ситуация. Спасибо. Байкал – это зеркало отношения к природе в стране. Когда в уникальное озеро годами сливают сточные воды, а рядом гниют мусорные свалки, становится ясно – у нас серьезные проблемы. Мусорная реформа, которая должна была спасти природу России, провалилась. Вместо сортировки и переработки – новые свалки. Вместо поддержки тех, кто борется за экологию – уголовные дела и отставки. Система работает против тех, кто пытается ее изменить. И пока мы молча наблюдаем, мусора становится все больше, а времени спасти от него жемчужину России все меньше. Байкал ждать не будет.